Всем привет, с вами Хикару. Сегодня мы немного поговорим о бизнес-стороне Игропрома, которая, безусловно, влияет на конечный продукт, на игры, в которые мы все так любим играть. В последнее время мне все чаще на глаза попадаются новости о компании Ubisoft и о ее отчаянной борьбе с агрессивным поглощением другой компании. В чем вообще соль и как это может повлиять на Ubisoft и их игры, я и попытаюсь разобраться в этом видео. Поехали! Как и многие крупные компании, Ubisoft является публичным акционерным обществом, то есть выпускает и продает акции в свободном обращении на бирже. Соответственно, кто угодно может скупать их акции и в теории путем планомерной скупки может накопить так называемый контрольный пакет акций и прибрать к рукам управление компанией. Сейчас, насколько мне известно, контрольным пакетом акций не обладает никто, так семья Гуилlemot, управляющая в данный момент компанией Ubisoft, по состоянию на сентябрь 2016 обладала только лишь 13% акций. Соответственно, сбить Ива Гуилlemot с поста председателя и поглотить Ubisoft вообще как нефиг делать, чем последний год и занимается французский медиаконгломерат Vivendi, планомерно скупающий акции Ubisoft. Так что же такое Vivendi? Надеюсь, я правильно ставлю ударение. По сути, это настоящая медиа-империя. На данный момент в ее владении находится крупнейшая в мире музыкальная компания Universal Music Group, а также второй по крупности французский мобильный оператор и сеть кабельного телевидения Canal+. В Игропроме Vivendi запомнилась агрессивным поглощением компании-разработчика мобильных игр Gameloft, к слову, ранее также принадлежавшей семье Гуillemot. Управлял Gameloft'ом брат Ива Гуillemot Мишель, и массовая скупка акций Ubisoft началась как раз сразу после поглощения Gameloft'а летом 2016 года. Поэтому опасения Ива Гуillemot по поводу своего детища более чем обоснованы. Также Vivendi с 1998 года владела компанией Blizzard Entertainment. Позже, уже в 2008 году, Vivendi приобрела издательство Activision и объединила обе игровые компании в ныне существующую Activision Blizzard. Всем нам известный Бобби Котик, будучи до этого президентом Activision, перекочевал в президенты уже Activision Blizzard. Однако уже спустя 5 лет, в 2013 году, под предлогом получения творческой и финансовой свободы, компания, по сути, выкупает сама себя у Vivendi, благо было на что. Короче, Vivendi — это самые настоящие тамплиеры в сфере медиабизнеса, и сейчас их главный калибр нацелен на Ubisoft. Стремительная скупка акций издательства началась, как я уже сказал, прошлым летом. Из рассказов Ива Гуillemot получается прямо мафиозная драма. Однажды ему позвонил Винсент Болларе, как раз председатель Vivendi, и благожелательным тоном сообщил, что им надо поговорить о потенциальной синергии между двумя компаниями. Через 2 часа после разговора стало известно, что компания Vivendi одномоментно скупила порядка 7% акций Ubisoft. Это было самое настоящее объявление войны. Держим еще в уме то, что брат Ива Гуillemot буквально месяц до этого потерял свою компанию Gameloft благодаря тому же Винсенту Болларе и Vivendi. Возможно, тут замешаны какие-то личные межсемейные разногласия, ну или ничего личного, только бизнес. Прошел почти год с тех событий, и доля акций Ubisoft в руках Vivendi уже составляет порядка 25%. Динамика неутешительная. По французскому законодательству при достижении отметки в 30% акций Vivendi получит право предложить другим держателям акций продать их активы. Как мы помним, семья Гуillemot контрольным пакетом акций не обладает, поэтому его можно собрать по крупицам у других держателей, которые за хорошую сумму вполне могут скинуть свои активы в карман Vivendi, тем самым обеспечив ее сперва частичным, а потом и полным контролем над Ubisoft. Аналитики предвещают такое развитие событий уже в этом году. Можно ли как-то противостоять этому агрессивному поглощению? Теоретически да, чем в данный момент Ив Гуillemot и его команда занимаются. Главная их цель сейчас некие канадские инвесторы, которые не будут заинтересованы в перехвате управления компанией, но скупят существенную долю акций и просто-напросто лишат возможности Vivendi заполучить тот самый контрольный пакет акций. Получится ли это у нынешнего руководства Ubisoft, я не знаю, но шарящие аналитики все же предвещают неминуемое поглощение. Что же грозит Ubisoft в таком случае? Полная реструктуризация, замена всей верхушки, семья Гуillemot лишится еще одного своего детища, будет проводиться оптимизация некоторых затрат, от этого, возможно, будут закрыты некоторые студии и даже проекты. Что касается игр, не будет больше никаких новых рисковых идей и франшиз, никаких переосмыслений старых игр, будет чистый, голый бизнес.
Если до этого вы считали Ubisoft плохой компанией, то, будучи винтиком в огромной медиа-империи, она точно не станет лучше. Скорее наоборот. Ведь кто бы что ни говорил, а издательство Ubisoft сейчас единственное из крупнейших, кто вообще рискует вводить новые тайтлы. Ну разве что еще Sony Computer Entertainment умеет рисковать, но на мультиплатформе Ubisoft это единственный издатель, который пытается делать новые игры, а не только кататься на старых. Кто так еще делает? Electronic Arts, Activision, может Bethesda или Take-Two? Да, Ubisoft — это огромное издательство со своими затыками, нелепостями и корпоративными закостенелостями, и еще пару лет назад они вовсю играли роль большого и беспринципного злодея-издателя. Обманывали игроков даунгрейдами, но вы помните, раскочегаривали на полную свои конвейеры, но позже-то они все же начали менять свой курс. И обманов предрелизных они теперь как огня боятся, и конвейеры приостановили, Assassin's Creed взяли на переосмысление. Да какая акула бизнеса вообще такое позволит? Вместо этого запускай конвейер из проверенных франшиз на полную мощность, а рисковые и неизвестные проекты выкидывай на помойку нахрен. Вот что будет, когда Ubisoft станет частью медиаконгломерата. К слову, поглощенный Gameloft это очень хорошо демонстрирует. Спустя полгода после поглощения компания анонсировала 4 игры, 3 из которых — сиквелы. И это при том, что вводить новые тайтлы на мобильный рынок в десятки, если не сотни раз менее рискованно, чем AAA мультиплатформенные проекты. Насчет Activision у меня тоже забавное наблюдение, но уже больше субъективное. Для меня лично серия Call of Duty по наклонной пошла именно начиная с Modern Warfare 3. Она была выпущена в 2011 году, разрабатываются коды по 2-3 года, значит, начиналась разработка Modern Warfare 3 в 2008-2009 году. Вспоминаем, что Vivendi приобрела Activision как раз в 2008 году. Кстати, если посчитать, то получается, что Call of Duty Вторая мировая, недавно анонсированная, это первая колда, полноценно создаваемая уже после освобождения из лап Vivendi. Так что чем черт не шутит, может мы действительно увидим возвращение к истокам. Хотя это же Activision, они всегда были корпорацией зла. Короче, вот такие вот неутешительные новости. Уверен, что многие подумают, мол, по делам этому Ubisoft, но вы зря злорадствуете. Ничего хорошего с издательством Ubisoft, а главное с их играми после поглощения не произойдет. Напишите в комментариях, согласны ли вы со мной или нет, а также оцените ролик лайком или дизлайком, подпишитесь на канал и жмякните на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. У микрофона с вами был я, Хикару, всем успехов и пока.